Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать обалденное жаркое мясо, тушеное в овощах. Но не просто тушеное, а жареное тушеное. Это будет очень вкусно. Смотрите все ингредиенты, все будет в описании под роликом. Мы взяли реберную часть мяса и грудинку со сладкой косточкой, друзья. А начнем мы с чистки овощей. Вот такая красота, друзья. И лук-порей. А, да, и взяли лучок шалот, друзья. Придаст сладость. Зеленый перец болгарский придаст пикантность. Помидорка придаст легенькую кислинку. Кабачок придаст вкус жаркое. Промоем, друзья, овощи. Очень жарко. Невозможно просто стоять. Влажность процентов 70 и температура примерно 41 градус. Просто нечем дышать. Льется пот рекой. А тут дома под кондиционером приятно и можно что-то делать. На улице невозможно. Вот так. Ну вот, друзья, овощи помыли, чистенькие овощи. Сейчас мы будем нарезать мясо. Перед нарезкой мяса поставим наш казан на огонь. Ну и нарежем мясо. Друзья, если обратили внимание, я для мяса говяжьего использую черную доску. Для курицы у меня зеленая. Значит, возьмем грудку, ребят, и нарежем порциональные кусочки. Отлично. Я люблю, когда много мяса тушится. Мало мяса – это не жаркое, друзья. Вот такое красивое мясо у нас тушится. Будет тушиться, друзья. Давайте сделаем больше огонь в нашей казане. И нальем примерно, давайте 60. Вот так. Вот так, друзья, пусть все нагревается. Давайте проверим масло. Ну, масло уже нормальное. И будем забрасывать мясо. Как раз большой казан. Мясом, я думаю, будем закладывать за 2 раза, чтобы мясо было одним слоем, чтобы оно хорошо прожарилось. Отлично, пусть жарится. А обязательно мы забыли с вами косточку. И обязательно косточка, друзья. Обязательно, чтобы жарилась сладкая косточка. Знаете, что все тушеные блюда я люблю делать лук-микс. Это добавляет дополнительный вкус блюду. Это будет жареный лучок, карамелизированный, он будет очень вкусный. Я раньше все поджарю по отдельности, а потом все вместе соберу на минут 10, чтобы оно все подружилось.
и выключил. И это будет наше жаркое по-домашнему для всей семьи. Вот так, друзья. Что я могу сказать? Случилось непредвиденное. У меня выпал телефон с рук. И он упал прямо на приемник микрофона. Ну, естественно, приемник поломался, микрофон работать не будет. Но я сейчас открою новый микрофон, который я купил DJ, я вам покажу его. Мясо, я думаю, уже можно переворачивать на другую сторону. Вот так. Пусть себе жарится мясо. На другой стороне тоже до готовности. На этом этапе мы не добавляем никакие специи, ничего не добавляем. Смотрите, какое красивое мясо стало. Смотрите, как мясо зажарилось. Это первая партия у нас готова, будем ее вынимать, будем закладывать вторую партию мяса. Я хочу вам еще раз сказать, напомнить, что мясо всегда надо жарить одним слоем, чтобы оно хорошо прожарилось, а не варилось. Здесь у нас мясо прожарилось. Вот, будем выкладывать мясо. Косточка пусть жарится, друзья. Мясо оставим в стороночку и добавим новую партию. Я надеюсь, что меня будет слышно хорошо. Косточку мы не вынимаем, пусть она отдаст все, что она может. И больше этого. Пусть она хорошо зажарится. Вот так, пусть и жарится. Видите, какая косточка стала красивая, посмотрите, как она стала не жарится. Друзья, мясо жарится. Микс лук ждет своей очереди. Когда мы будем обжаривать лук, мы будем нарезать картошку. Вот такая красота. Ну вот, друзья, старый микрофон у меня упал и разбился. И, точнее всего, приемник разбился, а без приемника микрофон не работает. Вот я себе, мы были в отпуску в Германии, я себе купил вот такие вот интересные, такой вот интересный микрофон DJI Mini. Очень удобный и качественный звук. Ну, я его открою, посмотрю, если он заряженный. Значит, с этим микрофоном мы с вами будем продолжать наш ролик. А если нет, зарядим. В следующий раз ролик будет озвучиваться уже новым микрофоном. Только не забывайте помочь, ребят, чтобы не забывали. Мы что-то с вами делаем наподобие казан-кебаб, но от мешания. Друзья, косточку мы оставили, пусть немножко поборется с маслом. Будем сейчас забраться лук. Пока обжаривается лук, мы с вами добавим чайную ложку красной паприки сладкой в масло. Видите, бросаем. Значит, пол чайной ложки зиры. Запах пошел. И теперь все размешаем. Обалденно.
Друзья, вот такая вот красота у нас жарится. Запах обалденный от лука, зиры, мяса, масло, пахнючее, ароматное. Обалденный запах. Обалденный запах. Да, и можно присолить немножечко мяса. Только немного. Значит, картошку мы нарежем, если она такая крупная, нарежем ее вдоль пополам. Вот так. Желательно ее просушить, чтобы не было лишней стрельбы от масла на кухне. Я думаю, косточку мы уже можем вынимать, она уже отдала все, что она могла. Больше ей отдать нечего. Друзья, пользуйтесь моими рецептами, они очень вкусные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот так. Посмотрите, какой лучок красивый стал. Я хочу сказать, что это не просто блюдо, а произведение искусства какое-то. Добавим еще маслица для картошки. Не волнуйтесь, жаркое не будет жирное. Мы раньше обжарим все, а потом сольем лишний жир. Ну и морковка войдет сюда. Вот так, друзья, пока трогать ничего не будем. Пусть с одной стороны схватится морковка и картошка, а потом перевернем, со всех сторон ее зажарим. Чтобы снаружи она была с корочкой, а внутри, чтобы она была мягкая. Ну, потом мы протушим еще минут 10-15 все наши ингредиенты вместе. Шампиньоны. Мы будем их обжаривать в масле. Значит, большие грибы мы будем на 4 части, вот так. Средние грибы будем на 2 части. Маленькие будем оставлять такие, как они есть. Столько грибов нам хватит, потому что это блюдо не о грибах, а это блюдо, ребята, о мясе. Достаточное количество грибов. Главное мясо в нашем блюде, друзья. Картошечку можно сейчас присолить. Дробленый перец добавлять не будем, потому что он еще горит. В конце блюда все добавим. Друзья, картошка уже зарумянилась, смотрите, какая красивая стала. Еще минут 15, ребят, и будем ее выключать. Картошка зазолотилась. Посмотрите, какой красивый цвет нашей картошки. Хрустящая корочка, внутри она мягкая. Шикарная картошка. Сейчас будем перекладывать ее в чашу к мясу. Ребят, блюдо очень красивое и очень вкусное. Обычно такое блюдо я делаю, когда много гостей, на большой поднос. Все сидят себе, кушают то, что они хотят. Вот так. Грибы посохли. Я думаю, сильно стрелять они не будут.
Вот, друзья, как раз то, что я говорил. Они не стреляют, потому что они сухие. Но пусть обжариваются. Это будет обалденное жаркое, ребят. Обалденное. Жарено-тушеное. Овощи и мясо. Грибы обжариваются. Давайте нарежем с вами зеленый перец. Ох, пахнючий этот зеленый перец. Главный ингредиент не мельчить. Вот такими вот дольками у нас будет обжариваться зеленый перец. Это будет очень вкусно. Друзья, мы прожарили немножко грибочки, минут 5. Они немножко прижарились, и такой цвет приобрели. Можно вот сейчас забрасывать перец зеленый. И кабачок. Поверьте мне, этим блюдом вы удивите гостей. И вкусом, и подачей. На самом деле это блюдо делается очень быстро. Когда все ингредиенты готовы, все смешали и все быстро приготовили. Вот так, друзья, наша красота обжаривается. Видите, какая красота. Ну и вот, друзья, добавим целый такой маленький лук шарлот. Пусть тоже карамелизируется. И он тоже очень вкусный, друзья. И один баклажан. Так, друзья, и старайтесь нарезать баклажан дольками, чтобы со всех сторон была кожица. Кожица не даст баклажану развалиться в блюде. И он будет целый. Нам не нужен здесь разваленный баклажан, который будет создавать густоту. Нам просто нужно обжаренный вкусный баклажан. Вот наша красота жарится. Сейчас еще минуты 3-4 будем добавлять баклажан. Друзья, грибочки прижарились, и перец тоже, и кабачок стал красивого цвета. Давайте добавим баклажан. Это универсальное блюдо, это классное блюдо. Это очень вкусное блюдо, друзья. Вот такая красота. Друзья, если обратите внимание, я баклажаны замачивал в соленой воде. Они проверенные, они не горькие. А то, что говорят, что они после вымачивания употребляют меньше масла, ну, может быть, на 2 грамма меньше. Просто после жарки баклажан нужно их, чтобы они полежали на полотенце кухонном, чтобы отдали этому полотенцу лишний жир. Они отдадут его с удовольствием, поверьте мне. Теперь, друзья, очень важно добавить сейчас специи. Вот что мы добавляем? Пол чайной ложечки зиры и пол чайной ложечки кориандра, друзья. Это будет очень вкусно. Ну и черный перец. Обязательно свежедробленный черный перец. Вот о чем мы с вами говорили. Лишнее масло впитывает в себя вот такое вот полотенце, 4 слоя, бумажное полотенце. Все овощи, тут грибы, баклажаны, перцы и кабачки, они отдают лишнее масло в полотенце. А сейчас мы обжарим 2 острых, кто любит острое, конечно, перца зеленых. И после обжарки будем выливать это масло, мыть казан и с самого начала будем все заполнять. Пойдет раньше мясо, картошка и овощи. Вот так. Что я еще хочу вам сказать. Если в правильную температуру масла вы отправляете жариться синенькие, видите, они много масла на себя не берут. Они сразу под температурой высокой сразу закрываются, а вся жидкость остается у них внутри. Видите? То есть они сверху с корочкой, а внутри не рыхлые, мягкие, вкусные. Видите, они не развалились, потому что мы сделали их с кожицей.
Видите? Очень вкусный. Друзья, очень вкусно. Ну вот, друзья, все поджарили. Помыли казан. И сейчас начнем укладывать поэтапно наши продукты. Карамелизированного нашего лука. Видите, карамелизированный лучок. Тут есть немножко, конечно, подсолнечного масла, но ароматного. Давайте мы немножечко расправим лучок. Ох, какой запах стоит карамелизированного лука. Сладость, как карамель. Честное слово. Вот так. Затем мы, друзья, начнем выкладывать мясо. Вот так. Вот так, видите? Мясо обязательно. И овощи. Друзья, так как мясо у меня немножко жестковатое, мы раньше притушим мясо до готовности, а потом будем собирать наше блюдо. Но мы сейчас жарили в отдельности лук и в отдельности мясо. Мы запечатали мясо и запечатали лук, чтобы вкусы остались внутри. Теперь черный перец. И тушить мясо, друзья, мы будем вот с такими красивыми жареными перчиками. Ну и мясо должно томиться, друзья, не кипеть, чтобы все развалилось, а именно томиться. Запах вам не передать. Из лука, мяса, запах обалденный. Специй наших класс. Вот так, друзья, все тушится. Запах обалденный. Еще минут 30 и будем добавлять все ингредиенты. И протушим еще минут 5. Друзья, наше мясо приготовилось. Давайте отправим картошку и овощи. Делаем маленький огонь. И на минут 15 пусть тушится. Прогревается с картошечкой. И теперь отправим наши овощи, друзья. Полотенце все впитало и весь жир, они не жирные. Ну, давайте распределим все. У нас с вами будет томиться сегодня. Да, и дадим возможность всем ингредиентам обменяться вкусами. Накроем крышкой на минут 10, когда все это протушится. Мы выключим огонь и еще минут 10 подождем, пусть это хорошо отдохнет. Друзья, наш шедевр готов. Осталось нам посыпать его зеленью, петрушкой, кинзой и зеленым луком. Я решил лучше добавить лук-шалот и посыпать черным перцем. Закрыть и дать отдохнуть хотя бы минут 10. Вот такой шедевр. Ну вот, друзья, присыпали петрушкой и зеленым луком.
Добавили лук, шалот сладенький, вкусный, красный. Ну, выключили огонь, закроем крышкой. Пусть все ингредиенты между собой хорошо познакомятся. И будем пробовать, друзья. Запах стоит обалденный. Да, хотя я забыл, можно это выложить все на красивый поднос. А можно так и в казане подавать в центр стола. Сделать как главное блюдо, друзья. Это очень вкусно. А блюдо на самом деле получилось очень вкусное, достойное. Овощи не разварились, сохранили свою целостность. Мясо идеальное, мягкое и нежное. Куча разных ароматов, друзья. Делайте этот рецепт. Вам будет вкусно, а мне будет приятно. Всем мира, добра. Всего самого наилучшего. Берегите друг друга. Пока.